Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам об вытяжной вентиляции. Ну и также еще параллельно я начал делать приточно-вытяжную вентиляцию и немножко слов скажу о ней. Итак, для чего же нужна вытяжная вентиляция? Приведу пример на примере ванной комнаты. Включаем, допустим, душ, да, у нас образуется в связи с этим большое количество влаги, до 90% в помещении. Ей куда-то нужно уходить. Можно, как скажут многие, да вот можно сделать окно, взять, открыть его на поворотно-откидную створку и спокойно оставить. Да, но это все очень долго. И когда на улице, допустим, мороз минус 10, а то минус 20, особо с открытым окном не посидишь. Соответственно, нужен принудительный выход влаги. Для этого нам необходимо создать вентиляцию. Для этого мы устанавливаем внутри каркаса, проводим специальные короба. Я покажу сейчас картинку, как это выглядит в реальности внутри каркаса. И в конце под финишное покрытие мы ставим вытяжные диффузоры, соответственно, наносим герметик специальный, ну, чтобы это все было герметично, и все каналы воздушные у нас должны быть соединены герметично, чтобы извне никакой воздух оттуда не попал. То есть воздух должен выходить, допустим, только из этого помещения. И тогда тем самым это позволит нам вот оставить вот такой вот шов, вот, да, вот, допустим, герметик, да, идет у нас на раковине, он будет всегда такой, не черный с грибом, не с какими-то, как говорится, плесенью, а вот он именно будет чистый. Каналы, значит, воздуховоды у нас выглядят таким вот образом. Соединяются они друг к дружку. То есть, вот, допустим, они бывают вот такие круглые, да, как, например, вот здесь это 100 миллиметров, да, диаметр. Бывает вот прямоугольного сечения, это 55 на 110 миллиметров. Соответственно, трубы бывают как длиной 2 метра, как длиной метр, полметра. Ну, любые куски вы сможете отрезать. И, соответственно, всякие разные вот отводы, да, бывают тройники, переходы и так далее, соединители. То есть они, у них принцип такой, что просто вставляются друг в дружку. Значит, для того, чтобы собрать данную систему воздуховодов, то есть нам не понадобятся вот такие вот трубы 55 на 110, круглая труба 100 диаметром 100 миллиметров, вот такой вот кронштейн для сотой, ну и квадратные кронштейны для 55 на 110. Соответственно, нам потребуется мультиинструмент для того, чтобы резать аккуратно, красиво, без заусенцев данные воздуховоды. Понадобится фольгированный вот такой вот скотч, ну, вот, металлизированный. Понадобится вот такой вот каучуковый герметик для кровли. Почему именно он? Потому что при застывании он превращается в такое резиновое уплотнение. Ну и, соответственно, чтобы данный герметик отлично прилипал к нашим воздуховодам, внутренним частям, нам понадобится вот такой вот обезжириватель универсальной фирмы Химик. Мы сначала обезжириваем, ну, вот эту вот часть, да, которая полностью вставляется, да, и, соответственно, обезжириваем вот внутреннюю часть. Далее мы намазываем аккуратненько внутреннюю часть герметиком и вставляем воздуховод в друг дружку. И, соответственно, чтобы герметик у нас не сняло, да, ну, во время того, когда мы вставляем, обязательно вот эту кромку надо обработать либо надфилем, либо аккуратно ножичком, чтобы у него не было вот здесь заусенцев. И тем самым, после того, как соединение у нас полностью высохло, а высыхает оно спустя сутки, мы берем металлизированный скотч и
отрезаем нужный нам кусок при помощи ножниц либо ножичка и снимаем защитную пленочку и вокруг проходим вот это соединение. И тем самым у нас вот получается вот таким вот образом. Все закрыто. И система воздуховодов получается у нас полностью герметичной. Так, вытяжка ванны и туалета. Выходит это, значит, общий воздуховодом 55/110, переходит на сотую трубу, идет наверх, здесь стоит тройничок, здесь обратный клапан, соответственно, забор воздуха из санузла на втором этаже, и нагнетает этот весь воздух, вытягивает данный вентилятор, вот он мощностью 70 Вт, и, соответственно, при помощи канала, ну вот, он выбрасывает его, соответственно, наверху у него тоже стоит обратный клапан, и это все уходит аккуратненько в крышу. На крыше стоит специальный элемент. Сейчас покажу, как он выглядит. Что касаемо вытяжки кухонной, она обязательно должна быть смонтирована внутри каркаса отдельным вытяжным каналом. Сейчас я вам покажу. Итак, друзья, вот он канал, идущий из кухни и уходящий, соответственно, прямо. Длинная, вот такая вот длинная трасса. Уходит это все. Сейчас покажу, куда. Это идет вот так вот, идет. И, соответственно, здесь стоит обратный клапан. И уходит это в общий канал прямо в крышу. Нагнетает все вентилятор вытяжки. Итак, друзья, и немного слов о приточно-вытяжной вентиляции, которую я еще не сделал до конца, но начал собирать. То есть, как это будет выглядеть? Вот это у меня установлен входящий фильтр, да, воздуха. Далее у меня установлена заслонка с сервоприводом. После заслонки с сервоприводом у меня стоит канальный вентилятор. После канального вентилятора стоит обратный клапан, соответственно, канальный нагреватель воздуха, который будет нагреваться за счет твердотопливного котла, ну, пеллетного в данном случае, в моем. И после него стоит шумоглушитель, а дальше после шумоглушителя будут идти линии на каждую комнату притока воздуха. И в каждой комнате будет стоять приточный диффузор. Далее, что касаемо вытяжной системы, также будет подходить вот сюда, вот к этому шумоглушителю трассы вытяжных воздуховодов. Это отдельная система. То есть он будет отработанный воздух забирать. И вентилятор, который также канальный, он будет его выгонять при помощи, соответственно, своей работы, будет выгонять это все дело на крышу. Соответственно, здесь установлен также обратный клапан, потому что когда, допустим, работает вытяжка с кухни, чтобы воздух при неработающем вентиляторе не задувался обратно в вытяжные диффузоры в комнаты. То есть системы разделены. Ну и, как всегда, воздух он идет по наименьшему сопротивлению и уходит прямо в крышу. Так что вот так будет выглядеть система. Она будет управляться при помощи контроллера управления. Контроллер будет стоять в котельной. Сейчас покажу, кстати, щит, как он выглядит. Вот так вот выглядит основной щиток системы вентиляции. То есть вот он сам контроллер Atlas, который будет управлять. Вот он, контроллер будет управлять всей вентиляцией, да. Это блок питания данного контроллера. Это регуляторы вращения вентиляторов. Ну, это защитный автомат, который на 2 ампера. Итак, друзья, надеюсь, данное видео стало вам как-то полезным. По крайней мере, вы узнали, что такое вытяжная вентиляция.
И, соответственно, если есть какие-то вопросы, вы можете всегда их задать в комментариях, то есть написать, что не понравилось, что понравилось, как что работает. Я обязательно вам отвечу. Обязательно подпишитесь на канал, не забудьте поставить лайк. Если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Дизлайки мне тоже очень нравятся. И до новых встреч, друзья!